Лорда никогда нельзя было назвать домашним питомцем. Да, иногда так называемые хозяева приезжали на дачу, чтобы пожарить шашлыки. Лорд в такие моменты был на седьмом небе от счастья. Он смотрел на людей своими верными глазами, просил косточки и даже выполнял некоторые команды. Однако, как только люди уезжали, лорд снова отправлялся в свободное плавание. Ему приходилось самостоятельно добывать себе еду, а это было очень нелегко в нелюдимом поселке. Так от визита до визита хозяев прошла весна и лето лорда. Осенью они вовсе перестали приезжать на дачу. Последний визит владельцев дачи пришелся на конец октября. Они снова жарили шашлык и весело проводили время. Лорд снова вертелся возле любимых хозяев. Ему даже кидали мясистые кости. Когда пришло время уезжать, хозяйские дети начали плакать навзрыд. Они уговаривали родителей забрать лорда. Даже дети прекрасно понимали, что далеко не каждый пес сможет пережить холодную зиму, находясь на улице. «Пожалуйста, мамочка, давай его заберем. Я сама буду ухаживать за лордом и выводить его на прогулку», — голосила 10-летняя девчушка. Лорд пристально смотрел в глаза девочки, словно понимал, что она говорит о нем. Однако родители остались безучастны к просьбам дочки. Когда машина двинулась в путь, лорд хотел побежать следом, но почти сразу остановился. Он словно вспомнил, что на самом деле всегда был беспризорным псом, который заботился сам о себе. Лорд медленно бежал по безлюдному поселку. Он планировал добраться до ближайшей свалки. Неожиданно пса окликнули. Дядя Гена был именно тем редким человеком, который жил на своей даче круглый год. Несмотря на то, что его дом нельзя было назвать крепким и теплым. Как раз в тот момент, когда мимо пробегал лорд, мужчина рубил дрова, чтобы не замерзнуть в своем доме холодной зимой. А еще один пес. Бросили на произвол судьбы беднягу. «Иди сюда, найду какую-то еду для тебя», — прокричал дядя Гена. Лорд не боялся людей, поэтому быстро нашел дыру в старом заборе и прибежал к хозяину дома. Дядя Гена накормил лорда кашей, в ней было даже немного тушенки. Лорд не торопился покидать гостеприимного человека. Дядя Гена на тот момент уже выполнил всю работу и отдыхал, присев на крыльце дома. Лорд подошел поближе и даже осмелился положить свою мордашку мужчине на колени. От дяди Гены пахло сигаретами и едой. «Что, братишка, оставили тебя? Много тут брошенных собак бродит, на всех и еды не хватит. Ну, для тебя у меня всегда миска каши найдется, ты не переживай». Мужчина ласково погладил лорда по голове. «Были у тебя хозяева, а у меня семья. Только, как оказалось, я семье своей не нужен, так же, как и ты хозяевам. Ну, ничего страшного, зиму вместе проведем, а потом уже станет гораздо проще». Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!